Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего расклада — бег по кругу, как остановиться и выйти из замкнутого круга. Давайте посмотрим. Смотреть мы будем на картах Таро. Так, на ситуацию. Как выйти из замкнутого круга? Посмотрим, что покажут карты. Так, ну смотрите, вы находитесь в семье или в семье какой? В плане родителей, то есть живете с родителями или с кем-то из родителей, или у вас большая семья, где живут ваши предки. И во главе этой семьи стоит женщина, находится женщина, она как вот рулевой. И вы уже давно хотите, что называется, срулить, покинуть эту семью, как бы выйти оттуда. Но у вас все время сомнения, страхи. И, возможно, вот эта женщина, она, ну, это ваша, как может быть, мама проиграться, или тетка, или там какая-то женщина-родственница, говорит, что вы не справитесь, что вы не сможете, вы что-то не так делаете, да, что, возможно, у вас нет достаточно средств. В прошлом вы делали какие-то попытки, возможно, покинуть, но даже, может быть, уходили, как вот с этой семьи, отрывались от родственников. Но ваши попытки, они как не увенчались успехом. То есть вы ментально и даже материально привязаны к этой семье, и вы практически по картам показывает, что как приносите себя в жертву семье. То есть не свои интересы, вы вообще, ваши интересы не соблюдаются вот там, где вы живете. У вас такое состояние обиды, потому что вы как обиженные там. И вы надеетесь, что вот как-то, может быть, этот вопрос решится в перспективе. Но выход с этого вы не видите, потому что у вас как бы нет вот этой материальной базы, чтобы оторваться от семьи. А семья такая, в общем-то, как фундаментальная. И она, получается, что вот эти ваши энергии забирает себе. Вы как не можете отделиться. У вас по финансам то густо, то пусто. Получается так. И еще вот, тот, кто меня смотрит, как вот человек вот такой ранимый, душевный, больше как вот чувственный, да. То есть вот не заматериализован, как вот финансовая сторона не на первом плане. Поэтому вот в этом аспекте сложновато. Хотите даже куда-то уехать, возможно, в другой город. Или даже, может быть, вы хотели или мечтаете уехать за границу, то есть куда-то далеко, на большое расстояние. Но поскольку вы проседаете по финансам, вы это сделать не можете на данный момент. И время затягивается, то есть откладывается на перспективу. Так, в семье у вас такая борьба, нужно там жить, еще и бороться, да, то есть теряете там энергетику, нужно постоянно доказывать, что вы какая-то лучшая или лучший, что вы не такой плохой и что что-то можете, то есть вот некая конкуренция и показывает, что
там в семье у вас еще какая-то женщина, то есть правит, вот там показала вот как тетка, да, и еще женщина, то есть тоже она такая очень жесткая, как вот, возможно, ну тоже как родственница, то есть у вас там как женщины главные, да, получается, вот так вот. Так, ну давайте дальше. Вот, и, значит, у нас тема какая, что бег по кругу, как остановиться, выйти из замкнутого круга. Получается, что вот ваша же семья, она вас и сдерживает. То есть то, что можете, вы не делаете. А постоянная энергия уходит у вас на доказывание, что вы есть, что вы ну, как не самый плохой. Ну, то есть не туда, не ваши интересы, а интересы ваших родственников вы продвигаете. И для себя вы ничего не делаете. Вот это вот и есть основное, да, это вас разрушает. То есть получается, что в вашем поле нет места для чего-то вашего, нет места для каких-то других новых людей, которые могут прийти в вашу жизнь, а только есть место вот ваши родственники и вот основная женщина, и еще женщина, и еще там женщина, значит, вот как бы они являются как костяк вашей семьи, как центровые, и как бы все должно быть подчинено быть вот интересам этих женщин. Так. Ну вот смотрите, получается, что как жатва, да, отжимают, все отжимают, все и корят. И причем они делают это так, как, вот, как будто бы это не они. То есть вот все заувалировано, могут как вот сваливать вот как бы подспудно на какого-то мужчину, да, кто у вас там в семье, как будто бы это вот мужчина, что-то вот, что-то не так, что-то вот это он виноват. На самом деле мужчина вообще как бы ни при чем, а он является главным добытчиком. Вот, а уже вот эти женщины, они вот как, знаете, вот уже налетают и там, так сказать, делят вот эту вот добычу, которую вот добыл этот мужчина, да, в вашей семье. Так, ну надо вам разобраться, конечно, в этом вопросе, потому что посмотреть со стороны, не быть таким открытым человеком, какой вы являетесь. И, конечно, вот этот вопрос нужно решать. Давайте посмотрим, как же решить этот вопрос. Вообще тут показано, что вам нужно искать партнера. Партнера вы найдете. Но, возможно, у вас было уже какое-то партнерство, но то, что вот ваши родственники преследуют свои интересы, они просто вас гасят и как бы не отпускают. Вот так получается, да? Так, что вам делать? Так, ну смотрите. Вам, конечно, нужно уезжать. То есть дорога. И прямо-таки чем дальше, тем лучше. Вы можете вернуться в то место, где вы были в детстве. Возможно, жили какое-то время или проводили время. Там вы можете какое-то время, вот как, что называется, побыть, да?
быть более жесткой, отстаивать свои именно интересы. То есть уйти с энергии иллюзий, что как-то все наладится и будет вот в таком ключе нормальном, не наладится, пока вы сами не примете решение. Решение должно быть кардинально и такое жесткое, знаете, вот такое вот, что вы как бы за себя, что вы уже не приносите себя в жертву, что вы уже не рвете себе сердце, что вы готовы отстаивать себя именно, не показывать, что вы не хуже других, а именно отстаивать себя. То есть вот, ну, такого плана. И причем желательно по картам вот с этим как не затягивать. То есть уже начинать действовать. То есть если что-то, то делать для себя, любимой или любимого. Сказать, что вот я, и сейчас мои приоритеты первостепенные. А вашими делами я займусь там, ну, уже после того, как решу все свои дела. Тогда у вас вот сдвинется с мертвой точки, да, и планировать, допустим, ну, дорогу, отъезд, переезд по картам, что, ну, это как возможно, да, как возможно. В этом случае вот с этого круга вы вырветесь, но, конечно, это не быстро, да, в перспективе, но шанс на то, что у вас все получится, есть, да, конечно, да. Вот такой получился расклад. Спасибо за внимание. До свидания.